Уже больше месяца все говорят про дворец Путина. Киселев, Соловьев, телеграм-каналы, блогеры, Дождь, Россия-1, да даже сам Путин. Скучно, девочки. Фильм Навального про предполагаемый дворец Путина – это, без сомнений, самое резонансное общественно-политическое видео в истории российского Ютуба. Больше 110 миллионов просмотров. Реакция на видео поступает со всего мира. Возможно, это самая яркая победа интернета над телевизором. Фильм видели больше четверти россиян. Еще 42% слышали о нем. А среди молодежи эти показатели вообще зашкаливают. Представляем вам самый секретный дворец в России. Дворец Путина под Геленджиком. Вот он, прямо перед вами. Российские телеканалы буквально прорвало после выхода фильма. Хотя вообще-то Алексей Навальный обычно является на них персоной нон-грата. Провластные СМИ сняли десятки сюжетов с опровержениями. По логике хищников, удар должен наноситься по лидеру. По данным социологов, треть россиян, которые посмотрели фильм, Навальному не верят. Да и как тут разобраться, где правда, а где вымысел? Для таких случаев мы и придумали этот проект. Он называется «Пересмотр». Сегодня мы коротко и без воды проверим, насколько серьезные аргументы тех, кто говорит, что фильм Навального – это вранье и вымысел. И опираться будем только на факты. Это наш дебютный выпуск. Меня зовут Никита Баталов. Погнали! Самому Путину по жизни роскошь как таковая не нужна. Для него это не круто. В эфире госканалов уже много сказано, что Путин – воплощение скромности, что у него 5 галстуков, простые рубашки. Что не совсем правда. Ну, давайте прежде всего к фактам о дворце. Первый аргумент всех разоблачителей видео Навального о том, что стройка все еще идет и интерьеров никаких и не было. Это было и в репортаже Мэш. Приезжающих ко дворцу встречает парадный вход без ворот. Их здесь просто нет. Никакой вам копии царского орла с короной Зимнего дворца. Даже странно, что такое местечко их лишено. И в сюжете «Россия-1». Ни золотых орлов, ни мраморных колонн. По всему зданию идут отделочные работы. Корреспонденты, которых посетила невероятная журналистская удача попасть в хорошо охраняемое здание, видимо, не очень внимательно смотрели фильм Навального, который говорил, что из-за ошибок проектирования и плесени все перестраивают заново. В общем, решили переделать все. Вообще все. Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали делать заново. А вот в 2011 году, пока в дело не вступила плесень, ворота были на месте, что и сфотографировали проникшие на территорию дворца экологи. И те самые золотые орлы тоже на месте. Видите льва на груди? На нашем орле Георгий Победоносец, прокалывающий копьем змея. Совсем другой сюжет. И орел у Навального не тот, говорят провластные телевизионные и телеграм-каналы. Но на самом деле это перенос акцентов. Да, в компьютерной анимации ФБК орел действительно не тот. Но в реальности на воротах, вот он, вовсе не черногорский, а вполне себе русский орел. Закадровый текст написан изначально по-английски, потом коряво с англицизмами переведен на русский. Это доказано лингвистической экспертизой, которую блестяще провел мой коллега Павел Данилин. Другой аргумент – иностранная диверсия. Приводится якобы лингвистическая экспертиза в виде поста в Фейсбуке человека без лингвистического образования, который еще в нулевые руководил сайтом сторонников Путина и еще тогда предлагал отменить число президентских сроков ради него. Такой вот лингвист. Я не понимаю, почему до сих пор официально не назван владелец всего этого добра. Вообще в этой истории важно и то, кто именно нам рассказывает то, что дворец не принадлежит Путину. Про Киселева и до нас было много сказано. А вот первым та самая невероятная журналистская удача посетила главреда Мэш Максима Иксанова. По данным издания Insider, Иксанов живет в почти 140-метровой квартире в доме управделами президента и непосредственно связан с администрацией президента. Например, журналисты выяснили, что во время карантина пропуск на выход из дома он получал именно от администрации президента. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда. Сам Путин говорит, что ему ничего никогда не принадлежало. Но ведь Навальный в своем расследовании и говорит о сложной схеме владения дворцом, с помощью которой скрывается ее истинный бенефициар. Провластные СМИ тоже всячески раскручивают версию, что никаких свидетельств того, что это принадлежит президенту, нет. Там типичный долгострой со многими переделками. Но в любом случае
Путин к объекту отношения не имеет. Вот хоть что-то, связанное с Путиным, удалось обнаружить? Нет, не удалось. В их сюжетах даже выступает бизнесмен Аркадий Ротенберг, который утверждает, что это он владелец объекта. Да и вообще не дворец это, а апарт-отель. Пускай все слышат, это моя дача. Числится вашей. Но строится на мои деньги. Ротенберг, которому в прошлом году присвоили звание Героя России, близкий друг Владимира Путина. Еще с юности. Есть даже знаменитое видео, как президент России поребячески гладит Ротенберга по голове. Так что значит «расходимся»? Это отель Ротенберга. На самом деле есть масса косвенных доказательств, что это здание непростое и принадлежит не просто какому-то бизнесмену, пусть даже очень богатому и влиятельному. Сейчас уже это будет теперь не секрет. Во-первых, бесполетная зона. ФСБ утверждает, что она установлена летом 2020 года из-за возросшей активности стран НАТО, так как это пограничная зона. Тогда же была введена в эксплуатацию и погранзастава в Просковеевке, недалеко от дворца. Но есть несостыковка, есть даже приказ Минтранса. Кроме того, эта зона была установлена с эшелоном 3950. Если очень грубо, то это примерно 4 километра над землей. Почему-то бесполетные зоны над другими объектами на том же побережье значительно более низкие. 500 метров в Туапсе, 300 метров в Новороссийске, хотя там вообще-то расположена база Черноморского флота России. Хотя есть одна бесполетная зона на побережье Краснодарского края точно такой же высоты, над официальной резиденцией президента России Бочаров-Ручей в Сочи. Все это может проверить каждый на сайтах, которыми пользуются пилоты гражданской авиации. Ссылки мы оставим в описании к этому видео. С таким же успехом можно ткнуть в любой небоскреб и сказать, что вот это дворец Путина. Или нет, вот тот дворец Путина. Киселев явно лукавит. Помимо бесполетной зоны есть еще одно косвенное свидетельство того, что дворец непростой. Это GPS-спуфинг, то есть подмена сигналов спутниковой навигации. Объясню проще. Наверняка со многими так бывало. Проезжая рядом с Кремлем, навигатор упорно показывал, что вы во Внуково. Это и есть спуфинг. С его помощью власти как бы скрывают от навигационных систем военные объекты и объекты государственной важности, как Кремль или военные базы в Сирии, или дворец в Геленджике. Другая причина – заподозрить некоего высокопоставленного чиновника в причастности к дворцу. Свидетельство присутствия Федеральной службы охраны на территории объектов. ФСО охраняет только объекты госважности, в том числе президентские. Сама служба, конечно, все отрицает. Но еще в 2011 году экологов, которые пробрались к дворцу, задержали люди, представившиеся сотрудниками ФСО. По словам одного из экологов, один из сотрудников даже показал служебное удостоверение. Эколог повторил все это в том числе и перед судом. Но есть и другие, независимые от того случая, свидетельства присутствия ФСО на этой стройке. Например, издание «Медуза» нашло чертежи резиденции, согласованные сотрудниками ФСО. Ну и, наконец, сразу несколько подрядчиков, выполнявших различные работы во дворце, указали на своих сайтах, что делали работы именно для резиденции президента России в Просковеевке. Например, питерская фирма «Профима» в своей презентации, указанной в 2019 году, указала, что поставляла тепловые установки для резиденции Просковеевка, а заказчиком указана администрация президента России. Кстати, рядом с дворцом под Геленджиком тут упомянуты также поставки в Кремль, резиденцию главы государства Валдай, дворец приема в Сочи и другие объекты, связанные с президентом России. А вот московская фирма «Аэрокомплекс» прямо на своей главной странице писала, что оснащала вертолетные площадки резиденции президента в Бочаров-Ручей, Новоогарево и Просковеевка. Когда это заметили журналисты, запись сайта пропала, но интернет, как говорится, все помнит. А вот поставщик электрооборудования тоже пишет, что работал в администрации президента России. Это просто компиляция, это монтаж. Ну просто какой-то заговор. Или все объясняется гораздо проще. В общем, к сожалению, государственные СМИ и провластные телеграм-каналы в истории с дворцом заняты не тем, чтобы задавать неудобные властям вопросы. Некоторые вещи, они вызывают, конечно, вопросы. Можно не верить Навальному, сомневаться вообще правильно. Но в случае с резиденцией под Геленджиком аргументы тех, кто говорит, что все это вранье и подтасовка, явно неубедительны. А задача журналистов в том, чтобы добиваться ответов, а не подтасовывать факты. Кстати, в наших аргументах вы можете убедиться сами. Все ссылки вы найдете в документе в описании к этому видео.
Это первый выпуск проекта, в котором мы будем разоблачать слухи, фейк-ньюс и пропаганду. Мы будем рады вашей поддержке. Поставьте лайк, напишите, какие видео нам стоит разобрать в следующий раз. И подписывайтесь на канал. Это Пересмотр. Увидимся.